Всем привет, друзья! На связи очередной выпуск ММА-тусовки. Сегодня поразмышляем над поединком Чимаева с Виттори. Узнаем, что Сихуда посоветовал Хамзату. И послушаем интервью Амели, Джо Рогана и Биспинга. Пробивай по кнопке подписки, а мы начинаем. Генри Сихуда считает, что Хамзату Чимаеву следует уменьшить нагрузки в тренировках. Я не думаю, что Хамзат умеет правильно тренироваться. У меня складывается ощущение, что он тренируется слишком много. Ему следует научиться в правильный момент выходить на пик формы. Если ты тренируешься слишком много и все равно проваливаешь взвешивание, это означает, что у тебя слишком высокий уровень кортизола, ты слишком много делаешь. С таким подходом, рано или поздно твой организм придет в негодность, заявил Сихуда на своем YouTube-канале. Да, конечно, нельзя постоянно быть на пике своей формы. Хамзат недавно говорил, что он тренируется по 3-4 раза в день. Но я думаю, что у него все под контролем. Он работает в команде профессионалов, это ведь не уровень любителей. А тем временем Шон Амели и комментатор UFC Джо Роган обменялись мыслями по поводу возможного поединка Майкла Чендлера со звездным экс-чемпионом Конором Макгрегором. Амели выразил мнение, что Чендлер станет опасным соперником для Макгрегора, но будет испытывать проблемы из-за недостатка габаритов. Чендлер опасен, но он ниже выбрасывает гробаные хуки. Конор больше, он снайпер, который бьет на средней дистанции, сказал Амели. Роган же отметил, что Чендлер обладает духом воина и не сдастся после первого акцентированного удара. Впрочем, Чендлер умеет держать удар, умеет возвращаться. У этого парня дух воина, у него сумасшедший дух воина, возможно, даже слишком сумасшедший. Но так он привлекает фанатов, он просто дерется по принципу «сделай или умри». Если бьется Майкл Чендлер, то вы можете гарантировать, что случится гребаный хаос, заявил Роган. Потенциально это очень интересный и интригующий поединок. В ударной технике я отдам предпочтение Конору, а в борьбе Майклу. Но захочет ли Макгрегор принимать такой вызов? Бывший боец, а ныне комментатор UFC Майкл Биспинг поделился ожиданиями от титульного боя в полутяжелом дивизионе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем. Мне кажется, что если Ян Блахович сможет остановить тейкдауны, то бой сложится в его пользу. Однако это будет тяжело. Магомед дагестанец, он мастер спорта по самбо. Тем не менее, тейкдауны наверняка будут ключевым фактором. Я не говорю, что Магомед не может ударить, но Блахович великолепен на ногах. Я могу представить победу Яна Блаховича нокаутом, или же Магомед переведет его на землю, сказал Биспинг. Как по мне, то Магомед ничем не уступает Блаховичу в ударной технике. Я думаю, он перестреляет его и заберет бой по очкам. Шон Амели поделился своим мнением насчет того, почему чемпион его дивизиона Алджимейн Стерлинг хочет сделать большую паузу между боями. После досрочной победы над TGM Dillashaw Алджимейн сообщил, что хочет как следует отдохнуть, поскольку устал после 2 изнурительных тренировочных лагерей. Однако Амели предполагает, что реальной причиной желания взять долгую паузу являются проблемы чемпиона с весом. Я слышал, как Алджа говорил, что весит около 77 килограммов. Я такой, что за фигня? Неудивительно, что он не хочет драться до июля. Мой вес между боями составляет 71-71,5 килограмма. Я чувствую, что это пик. Если бы я весил 77 килограммов, то был бы чертовски большим. Я не буду весить больше 72 килограмм, так как знаю, что мне придется делать вес. Если вы хотите стать чемпионом, то посмотрите на Адесанью. Он постоянно дерется. Чтобы стать чемпионом, нужно быть к этому готовым. Тебе нельзя быть таким большим, сказала Амели. Кстати, недавно поступила информация от Али Абделязиза, что Сихуда подерется с Алджимейном за пояс. Видимо, Генри все-таки выпросил себе возможность сразиться за титул. Хотя я думал, что этот шанс получит именно Амели. Генри Сихуда уверен, что Адесанья способен одержать победу над Алексом Перейро в реванше, но для этого у него есть только один путь. Единственный способ для Израиля победить Перейру – сыграть Матадора. Играй в дистанционную игру, бей и двигайся. Как вы заметили, у Алекса Перейры не резкие руки, но у него есть мощь. Я и раньше говорил, что единственный способ победить Израиля – отбить ему ноги, сказал Сихуда. Со стороны, конечно, легко говорить, просто держи дистанцию, бей по ногам. Но тут есть один моментик, на тебя постоянно несется Перейра, который каждую секунду готов зарядить свой коронный хук. Майкл Биспинг призывает не списывать со счетов Хорхе Масвидаля. Забег Масвидаля в 2019 году был невероятным. Он отправил в нокаут Даррена Тилла, нокаутировал Бена Аскрена, этот нокаут стал самым быстрым в истории UFC. Потом Хорхе сумел избить Нейта Диаса и забрать титул BMF. Но затем он потерпел 3 поражения таким соперникам, как Камаро Усман и Колби Ковингтон. А фанаты ММА очень быстро списывают людей со счетов, они непостоянны. Я понимаю, что нас всегда оценивают по нашему последнему выступлению, но все же. Хорхе проигрывал только Усману и Ковингтону, а эти двое были лучшими бойцами планеты в полусреднем весе, пока не появился Леон Эдвардс. Масвидаля все уважают за то, что он готов драться с кем угодно. Это действительно так. Он хотел подраться со мной. Хорхе – прирожденный боец, воспитанный в духе старой школы. Не самый лучший борец, не самый лучший кикбоксер, но один из самых лучших бойцов. У него характер и менталитет бойца, говорит Биспинг. Масвидалю уже 38 лет, пора бы организовать ему выступление. Я думаю, у него еще есть порох. Возможно, ему устроят поединок против Гилберта Бернса. Совсем недавно Хамзат Чимаев вызывал на бой чемпиона среднего веса. Алекс Перейро, давай встретимся 11 декабря. Но итальянский средневес UFC Марвин Виттори считает иначе. Сначала тебе следует подраться со мной.
В настоящий момент 29-летний Виттори занимает 4-ю строчку в рейтинге средневеса в UFC. В своем крайнем поединке, который прошел в сентябре на UFC Fight Night 209, боец с единогласным решением судей вступил Роберту Уитакеру. Честно говоря, вспоминая тот бой Уитакера и Виттори, я не считаю, что итальянец несет опасность для Хамзата. Марвин вряд ли выдержит натиск Борза и тот темп поединка, который он задаст. Вот другое дело Роберт, для меня он один из самых совершенных бойцов, и Чимаеву было бы с ним очень непросто. Отвечу на пару комментариев из прошлого ролика про Анкалаева и Блаховича. Анкалаев пример скромности и труда, рад за него, у него есть все шансы быть доминантным чемпионом. Вот что мне нравится в Магомеде, так это его воспитание, сдержанность и поведение. Смотрел с ним множество различных интервью, он очень к тебе располагает. Ислам действительно может стать и в 77 килограммах первым, тут и сомнений нет. Я тоже считаю, что Махачев сможет пройти Эдвардса и завоевать второй пояс. Не думаю, что ли он справится с давлением Ислама. Подписывайся на канал, подобные видео выходят ежедневно.